В книге Н. Трубицына о русских народных песнях сказано: «В той мере, в какой бытие послепотопное является с бытием допотопным». У В. Белинского в начале XIX века в письмах говорится: «В истории с Рюрика до Алексея, в этой допотопной истории России, эта новинка еще переведена в 1773 году, пришлось прибегать к старине, да еще какой, к допотопной». И Гончаров в XIX веке писал: «В дни выборов они натягивали допотопные фраки или екатерининских времен мундиры». Можно сделать вывод, что потоп действительно был между XVIII и серединой XIX века. Например, в 1824 году в Санкт-Петербурге произошло самое крупное и разрушительное наводнение. Тогда уровень воды поднялся больше, чем на 4 метра выше обычного уровня воды в Неве. А может, во всех приведенных случаях речь идет о вполне конкретных локальных потопах, крупных наводнениях, произошедших в вполне конкретных регионах, губерниях, краях, и у их современников, упоминаемых в литературе и в обиходе как потопы, как образная ассоциация по их разрушительным последствиям со всемирным библейским потопом. Эпитет «допотопный» в наше время употребляется как уничижительный. Мы привыкли называть допотопным все то, что несовершенно, примитивно, сделано кустарно, небрежно. При помощи простейших технологий и без владения достаточными навыками. Однако так было не всегда. Еще совсем недавно слово «допотопный» имело прямо противоположный смысл. Когда речь заходит о том, что Великий потоп был совсем недавно, в начале XIX века, скептики начинают отмахиваться и приводить неопровержимые. Казалось бы, аргументы о том, что события такого масштаба невозможно было бы умолчать в век развитых коммуникаций, при развитой периодической печати и полиграфии. Воспоминания о русско-японской войне 1904-1905 год Г. Хотя на другой день Калмыков доставил мне 3 связанных китайцев, 1 кремневое ружье и допотопную саблю в виде трофеев своей деятельности. Даже сам сотенный командир признал, что во всем виноват урядник, и просил меня не докладывать о происшествии командиру полка. Озеро, ставшее морем, первые признаки катастрофы, случившейся в древности и известной как Всемирный потоп, обнаружила русская экспедиция на судне «Акванавт» в 80-е годы прошлого века. У побережья Крыма ей удалось извлечь из глубины донных отложений, это более 100 метров, корни растений и раковины моллюсков, принадлежавшие жителям не соленых, а пресных вод. Черное море за время своей долгой истории несколько раз опреснялось и вновь становилось соленым, соединялось и разъединялось со Средиземным морем. Находка означала, что во времена последнего оледенения в Европе Черное море было пресноводным озером. Но примерно 1800-1500 лет назад на планете началось глобальное потепление. Спустя тысячелетия вода растаявших ледников пополнила океаны, и их уровень быстро поднялся. То же произошло и в Средиземном и Эгейском морях, связанных с океаном. Высокая вода, преодолев естественную преграду, отделявшую Эгейское море от низменности на стыке Азии и Европы, с неудержимым напором устремилась в пресное озеро, превратив его в соленое Черное море. Со временем морские воды прорезали в сушопроливы Дарданеллы и Босфор. Время начала катастрофы удалось определить достаточно точно. Керны, полученные нашей экспедицией при бурении дна у берегов Крыма, показывают, что ископаемые, относящиеся к морской флоре, появились здесь 7500 лет назад, более глубокие и, значит, более древние слои дна Черного моря содержат уже останки пресноводных животных и растений. Кстати, точно такое же время исчезновения пресноводных моллюсков и других живущих в воде тварей определила и группа французских ученых, проводивших бурение в дельте Дуная. Здесь же они обнаружили оказавшиеся под водой глиняные лачуги, примитивные алтари, печи, загоны для скота, в них содержали небольших животных, вероятнее всего свиней. Такого же рода подтверждение получило у турецкого побережья Черного моря германское экспедиционное судно «Северный горизонт». В сентябре 2000 года около города Синоп оно спустило на дно тележку, снабженную телевизионной камерой.
На глубине 95 метров в поле зрения камеры попал небольшой кусок дерева, затем тележка пересекла утонувшую линию берега пресноводного озера. Потом преодолела русло реки, также поглощенной морем, наткнулась на ствол дерева, торчащий из грунта, похожий на столб разрушенной постройки. Все увиденное дало основание исследователям с уверенностью заявить: в этом месте дна Черного моря когда-то жил человек. А спустя несколько дней подводный робот, изучавший зону дна в 20 километрах от берега, разглядел предметы правильной формы, из ила торчали квадратные камни, рядом лежали балка и деревянная рогатулька. Сомнений не оставалось, найдены остатки хижины каменного века. Когда находки подняли со дна на борт, из грунта, достали кусочки древесного угля, бесспорное доказательство того, что когда-то на этом ныне покрытом морской водой месте пылал костер. Изгнание в Европу собрав, воедино все известные науке факты о происшедшем 7500 лет назад прорыве океанических вод, американские геологи В. Питман и В. Райан сумели реконструировать события. Вот как это было. С напором в 200 Ниагарских водопадов поток из Средиземного моря расчистил себе проход между Азией и Европой. Около года здесь стоял невообразимый грохот, вода низвергалась с высоты 120 метров. Озеро, превращаемое в Черное море, вышло из берегов и затопило почти 100 тысяч квадратных километров земли, главным образом северо-западное побережье. Рядом с Черным образовалось новое Азовское море. На востоке воды подошли к подножьям Кавказского хребта. Не меньше 300 дней стремились воды через долину, где теперь находится пролив, соединяющий Черное и Мраморное море. Каждый день через нее протекало 50 кубических километров воды, и уровень Черного моря каждые сутки поднимался на 15 сантиметров. На северном и западном его побережьях, очень пологих, катастрофа приняла поистине трагический характер. За сутки здесь вода продвигалась на 400 метров, когда в Босфоре рухнула природная плотина, племена, населявшие юго-восток Европы, претерпели серьезные перемены в своей жизни. К ним первым пришли тогда люди, спасшиеся от потопа, они принесли с собой новое для европейцев знание и мастерство хлебопашества, изготовления глиняной посуды. Поэтому вполне обоснованно можно сказать, что катастрофа, случившаяся 7500 лет назад на стыке Европы и Азии, резко изменила доисторическое бытие человека в этих и соседних с ними местах. Гончарный круг еще не был изобретен, и сосуды составлялись из колец, получаемых из лент сырой глины. Этот ранний период изготовления глиняной посуды так и называется ленточная керамика. Она-то и стала для археологов своеобразным маркером, по которому можно проследить за перемещением народов. Примерно сразу после катастрофы в Карпатских долинах появились земледельцы, пришедшие с востока. Об этом говорят следы материальной культуры, оставленные пришельцами. Археологи проследили их движение и по Дунаю в лодках из звериных шкур. Вскоре эти люди уже стояли на берегах Рейна и заняли парижскую низменность. Кроме марша на запад, был еще северные люди, убегавшие от воды, продвигались в земли, где ныне лежит Россия, в Средней Европе. Переселенцев встретили густые леса, где 30-метровые липы не пропускали солнечный свет к земле. Каменными топорами расчистили они площади для выращивания злаков. Местные обитатели были примитивнее пришельцев и жили еще охотой и сбором дикорастущих плодов. Одни из них были поглощены вторгшимися с востока и восприняли их культуру, другие, вероятно, погибли в столкновениях с чужеземцами. Продвижение по Европе людей, переживших потоп, было стремительным недаром, уже давно вызывает у исследователей удивление та скорость, с какой распространялось по Европе мастерство ленточной керамики. По найденным следам ее перемещения историки подсчитали, на овладение континентом ушло неполные 200 лет. Немецкий ученый, посвятивший себя изучению доисторического человека, Томас Франк, определил этот факт как феномен, представляющий серьезную проблему для науки. Из какого источника черпали спасшиеся от потопа динамику столь быстрого захвата новых земель? Питман и Райан, уже упоминавшиеся американские геологи, считают, что им известен ответ. Смертельная опасность
вынудила людей стремительно уходить с насиженных мест, вызвав тем самым мощное движение человеческих масс. Первые крестьяне бежали, когда волны только стали заливать их поля. Больше всего земли было затоплено, как уже говорилось, на северо-западном побережье Причерноморья. Внезапный грандиозный катаклизм отпечатал в сознании людей массовый испуг. Спасшиеся от потопа навсегда запомнили ужасные дни и ночи бегства от мчавшейся за ними воды. О пережитом эти люди, естественно, рассказывали всем, кого встречали на своем пути. А их потомки унесли в следующие поколения рассказы о разыгравшейся катастрофе, со временем неизбежно обраставшие мифами и легендами о неумолимой, злой стихии, о гибели целых племен, о покинутых местах, где теперь гуляли волны. Когда возникла письменность, появилась возможность записать эти предания о страданиях людей, ставших свидетелями невиданной катастрофы. Если мы перейдем к древнееврейским, финикийским книгам по истории, они также повторяют, что до потопа в небе не было радуги. Библия описывает Землю как совсем другое место до этой катастрофы, всемирного потопа, которая была именно всемирной. Чтобы нарисовать картину этой терраформированной планеты на основе Библии, нужно экстраполировать различные утверждения, которые она делает, и объединить их вместе. Это была пышная планета, богато наполненная растительной, животной жизнью всех видов, далеко не похожая на то, что мы видим вокруг себя сегодня, настоящий сад Эдем. Разница температур на планете была очень незначительной. Кроме того, то, что в Библии называется горами, на самом деле было очень длинными холмами. Не было никаких зубчатых гор, поднимающихся в воздух. Если лишить Землю растительного мира, то можно было бы увидеть пологий холмистый ландшафт, и я уверен, что там было много просек, лугов, равнин и так далее. Это заставляет меня думать, что в то время динозавры могли быть, по сути, газонокосилками для рая. В Библии говорится, что земля поливалась фонтанами пресной воды, которые брызгали из земли высоко в воздух, и вода затем падала как дождь, но мы говорим о приличном уровне влажности в воздухе, который позволил бы образоваться росе. Таким образом, мы знаем, что вулканическое тепло привело в действие эту дождевальную систему. Для того, чтобы это работало, Земля должна была быть очень пористой под поверхностью, чтобы позволить воде просачиваться вниз, нагреваться, а затем подниматься вверх по шахтам и приводить в движение фонтаны. Это похоже на наблюдение за старым служакой, гейзер, в Йеллоустонском национальном парке. Вполне возможно, что реки и ручьи также поднимались из земли, текли на некоторое расстояние, а затем вымывались обратно в землю. Именно эта пористая природа земли, о которой говорит Библия, была разрушена, когда вся земля сотрясалась. И именно разрушение этих подземных пещерных систем или систем перколяции привело к тому, что огромные объемы воды вырвались на поверхность. Но это был не единственный источник воды, который способствовал этому потопу. Было также нечто, называемое небесными окнами, которое разбилось и упало на землю. Сейчас мы думаем о том, что вода находится в облаках, но никому не придет в голову назвать облако окном. Окно – это то, что позволяет видеть сквозь него с любой стороны. Таким образом, в Библии говорится о чем-то прозрачном, находящемся намного выше атмосферы. Что это может быть? Поскольку мы знаем, что она прозрачна и отделена от атмосферы, весьма вероятно, что в допотопном мире солнечный свет фильтровался через это окно, задерживая суровые солнечные лучи, которые мы испытываем сегодня. Я не хочу сказать, что это был тусклый мир, скорее наоборот, но гораздо большее количество вредного излучения было блокировано. Так же, как трудно получить солнечный ожог от солнечного света, проходящего через стеклянное окно, возможно, тот же эффект действовал и на Земле до потопа. Поскольку мы знаем, что небесные окна находились далеко в атмосфере, и судя по тому, как о них говорится, они были сделаны из самой воды. Что означает, что вода была каким-то образом подвешена над атмосферой, что же, это потребовало бы совершенно нового состояния воды, не так ли? К счастью, у нас есть совершенно новое состояние воды, открытое несколько лет назад. Вода как молекулярные дипольные кристаллы. Иной вид замороженной воды на молекулярном уровне образует отдельные молекулярные кристаллы. И поскольку они также имеют северный и южный концы,
как маленькие магниты, они естественным образом выравниваются с магнитным севером и югом. А их плотность распределяет их довольно равномерно по всему миру, как защитную прозрачную кожу поверх атмосферы. Она может быть довольно толстой, а может и нет. До тех пор, пока они остаются на своей высоте, они будут оставаться кристаллами. Если же их высота уменьшится, скажем, от потоков атмосферы, поднимающихся вверх и падающих вниз, вызванных каким-нибудь великим катаклизмом, они превратятся в ливень, который положит конец всем ливням. В итоге, очень большая часть нынешнего океана, который мы видим на нашей планете, вполне могла быть подвешена на вершине атмосферы в виде этих сингулярных молекулярных дипольных кристаллов. А еще большая часть сегодняшнего океана содержалась бы в системе орошения этой планеты под землей в пещерах и т.д. Погоды в том виде, в котором мы ее знаем, на этой планете не существовало, то есть до тех пор, пока все не было разрушено одним махом. Использовал ли Бог небольшой астероид, врезавшийся в Землю? Про это в Библии не сказано. Но как бы Бог ни совершил это, результатом был конец небесных окон, а затем конец глобальной системы орошения, обе выпустили свои воды на Землю. Землетрясения опустили плиты под поверхность океанов и подняли их со дна океанов, а затем опустили их и подняли первоначальные надземные участки вверх, посылая могучие течения или волны по всему миру снова и снова и снова. Вот почему отложения, которые по нашим расчетам должны находиться в океане, не находятся там, а наоборот, мы находим их на суше, даже на вершинах гор. Вот почему мы находим гигантские количества массовых вымираний в слоях Земли, и почему мы находим окаменелости, которые простираются от одного слоя на отложение, которого предположительно ушли тысячи лет, до другого слоя, который также предположительно занял тысячи лет. Иногда свидетельства простираются через многие слои Земли. Мы даже находим следы животных, поднимающихся вверх по откладываемым слоям, пока сами животные не попадают в последний слой, в который им удалось забраться, прежде чем они были погребены заживо. Вот почему мы находим завихрения, которые смешивают нижние и верхние слои вместе в красивые круги в пределах двух совершенно разных слоев, что совершенно невозможно, если эти слои откладывались в течение тех периодов времени, о которых наука уверенно говорит, но не невозможно и даже ожидаемо, если эти же слои быстро откладываются в течение нескольких минут огромными бушующими турбулентными потоками, проходящими через них и сбрасывающими свои наносы. Я не говорю, что все должно быть именно так, как я вам описал, но все элементы, о которых говорит Библия, играют роль в этой гипотезе. Допотопные народы никогда раньше не видели дождя, грозовых туч, бушующих ветров и, вероятно, молний. Должно быть, они были до крайности напуганы, когда темные тучи образовались и закрыли солнце, оставив их во все большей темноте, в т.о. время как скорость выпадения дождя постоянно увеличивалась, а земля под ними разрывалась, и струи непрерывной воды выстреливали в небо со взрывной силой.